Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 17 апреля. Поговорим о том, что можно делать, о том, чего ни в коем случае нельзя делать. Также уделим внимание иконе Божьей Матери, которая чествуется в этот день. Так что, друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет очень много полезной, важной и нужной для вас информации. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «надежда», чтобы приумножить надежду и оптимизм даже в самые тяжелые моменты своей жизни. Ну а мы с вами начинаем. Итак, 17 апреля, друзья, Православная Церковь почитает память преподобного Иосифа Песнописца. Это выдающийся святой, чей вклад в развитие был сделан духовной музыки и богослужебного пения неоценим. Родившийся около 816 года на Сицилии, Иосиф получил отличное воспитание и затем вступил в Солунский монастырь, где строго-настрого следовал аскетическому образу жизни. После посвящения в пресвитеры он перебрался в Константинополь, где попал под преследование иконоборческого императора Льва Армянина. После нескольких тюремных заключений и сосланий Иосиф освободился и основал монастырь при храме Златоуста. Его талант и преданность были признаны императрицей Феодорой, которая назначила его сфофилаксом патриаршей кафедры. Преподобный Иосиф был выдающимся поэтом и певцом. Его творчество знаменуется составлением около 300 канонов, среди которых особое место занимают каноны покаяния. Эти молитвенные произведения до сих пор исполняются в православных храмах и являются важной частью богослужебного канона. Ушедший из жизни в 886 году в Константинополе, святой был признан патриархом Фитием, ангелом Божиим, чье наследие остается живым и вдохновляющим для многих верующих по всему миру. 17 апреля – это и особый день в православном календаре, потому что в этот день, 17 апреля, празднуется память иконы Богородицы Герантиса. Эта икона известна также как Старица и является одной из уважаемых и почитаемых икон Божьей Матери на Афоне. На иконе изображена Божья Матерь, которая стоит и обращена влево с вытянутыми в молитве руками. Вместе с ней и изображен елейный сосуд. Икона Герантиса находится в Панкраторском монастыре на Святой горе Афон. Храм, где размещена икона, был возведен на месте, куда сама Богородица явилась со знамением. Легенда, связанная с этой иконой, рассказывает нам о том, как при строительстве монастыря Богородица многократно указывала на необходимое место для его возведения. Она перемещала икону и инструменты строителей на ту землю, где монастырь стоит поныне. Это первое из чудес, связанное с иконой Божьей Матери Герантиса. В 17 веке случилось еще одно чудо. Как вы знаете, тогда время было тяжелое, и монастырь страдал от голода. Игумен и монашество молились перед иконой Герантиса о помощи. Их молитвы были услышаны, и наутро они обнаружили, что из пустых сосудов в кладовке течет елей. Это явление было интерпретировано как ответ на их молитвы, и они благодарили Богородицу за помощь. Такие чудеса утверждают верующих в силу и благословение, исходящее от иконы Герантиса. Этот день напоминает о вере, молитве и силе Божьей Матери в жизни верующих. Он призывает к молитве, к покаянию и упованию на наступничество Пресвятой Девы в трудные времена. Празднование иконы Герантисы 17 апреля служит напоминанием о милости и заступничестве Божией Матери в жизни христиан и призывает к обращению к ней в самые трудные моменты.
Считается, что икона Герантиса помогает прежде всего пожилым людям. Перед ней молятся дети о выздоровлении своих родителей. Образ помогает в избавлении и от нищеты. Пред этим образом Божью Матерь просит о помощи при бесплодии в ситуациях, когда возможна внезапная гибель человека. К образу также обращаются желающие укрепиться в вере и получить поддержку в случае каких-то тяжелых заболеваний. Икона считается помощницей в родах, в работе и в учебе. Также обращаем ваше внимание, что 17 апреля выпадает на среду пятой седмицы Великого Поста. Здесь соблюдается строгий пост сухоедения, поэтому в этот день не употребляют пищу, которая подвергалась термической обработке, а также растительное масло. Но это касается только тех людей, которые держат Великий пост. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Ну а в народном календаре 17 апреля, согласно народным приметам, приходит время для особых наблюдений и ритуалов. В этот день, 17 апреля, просыпались сверчки, символизируя начало весеннего периода и приближение тепла. Наши предки традиционно в этот день выходили за пределы деревни, чтобы наблюдать за цветением ольхи, считая это важным знаком природы. 17 апреля в народном календаре также ассоциировался с празднованием памяти преподобного Иосифа Песнопевца. Этот выдающийся святой и поэт оставил неизгладимый след в истории православия, а его творчество до сих пор воспевается и исполняется в церковных хорах. Также этот день известен как Ольховые смотрины, когда жители деревни выходили в окрестные леса, чтобы следить за цветением ольхи, связывая это явление с приходом весны и обновлением жизни в природе. Эти традиции и обычаи напоминают о важности наблюдения и уважения к окружающей нас природе, а также о связи между человеком и Вселенной в целом. Ольха – это дерево, которое становится настоящим символом весеннего пробуждения и дарит нам не только красивые виды, но и ценные лечебные свойства. В народных приметах 17 апреля это был день, когда земледельцы отправлялись за деревню, чтобы увидеть, как же зацветает ольха, символизируя наступление нового этапа в природе. Ольха, растущая вдоль речных берегов и сырых лугов, является ранним медоносом. Уже в начале весны ее цветы распускаются, напоминая золотые сережки, которые ярко сияют на фоне природы. Осенью уже на месте цветов появляются мелкие шишечки, которые тоже несут свои особенности. Ольховая пыльца, смешанная с сахаром, становится важным дополнением к пчелиной пище весной, помогая пчелам поддерживать свою силу и продуктивность. Но ольха не только ценный медонос, она также обладает и лечебными свойствами. Листья, кора молодых веток и шишечки ольхи используются в народной медицине как противовоспалительное, вяжущее и крововосстанавливающее средство. Настои и отвары из различных частей ольхи применяются при хронических и острых воспалениях кишечника, простудах, болях в суставах, а также для полоскания горла при ангине и стоматите. Сухие ванны из листьев помогают при заболеваниях кожи, а также укрепляют десну. По поверьям, именно с этого дня начинает свое пение сверчок, а также впервые можно было услышать голос журавля. Для наших предков эти события были не только признаком наступления весны, но и имели глубокое символическое значение. Журавли в народных поверьях считались могущественными защитниками от зла. Люди обращались к этим птицам с мольбами за защиту от неблагоприятных сил и неблагополучия. Их прилет сопровождался надеждой на благополучие и обновление, а также символизировал начало настоящей весны, полное обновление и пробуждение природы. Эти древние предания и обряды напоминали нам о глубокой связи между человеком и природой. Они позволяли нам увидеть в обычных явлениях природы нечто большее, символа надежды, защиты и возрождения. Таким образом, 17 апреля становится днем не только для радостного приветствия весны, но и для внутреннего переосмысления и поддержания гармонии с окружающим миром.
Также 17 апреля это день, который был насыщен различными народными приметами, ритуалами, связанными с природой, повседневной жизнью. В этот день важно уделить внимание особым знакам и действиям, которые по преданию могут принести удачу и благополучие. Гадание на картах в этот день являлся одним из распространенных занятий. Люди верили, что именно в это время могут получить особенно точные предсказания о своем будущем, основываясь на символике карт. Если речь идет о материальном благополучии, то следует обратить внимание на питание. По народным поверьям в этот день рекомендуется употреблять исключительно белый хлеб. Считается, что это может привлечь финансовые поступления и укрепить финансовую стабильность. Также в этот день отложите стирку одежды на другой день, если это, конечно, для вас возможно. Однако, если стирка необходима, то следует сушить одежду, перекинув ее через веревку, избегая использования прищепок. Иначе такой метод сушки поможет вам избежать негативного влияния на финансовое положение. Для тех, кто занимается полевыми работами, особенно важно обратить внимание на здоровье спины. По поверьям, чтобы избежать боли в спине, нужно увидеть журавлей и совершить определенный ритуал – лечь на траву и 7 раз перевернуться с бока на бок. 17 апреля – это день, когда по народным приметам следует особенно остерегаться определенных действий, которые могут привести к неблагоприятным последствиям. Согласно древним преданиям и обычаям, в этот день существовал ряд запретов, соблюдение которых поможет избежать несчастья и неудач. Одним из наиболее распространенных запретов в этот день являлся крик на журавлей или либо другое поведение, которое могло бы обидеть этих птиц. Дело в том, что журавли – это вестники весны и символы удачи, поэтому кричать на них или прогонять с их места обитания считается плохим знаком. Те, кто не уважает этих птиц в этот день, могут лишиться счастья и удачи на всю жизнь. Также следует воздержаться от ловли или уничтожения журавлей. Древние славяне считали, что эти птицы обладают особыми магическими свойствами, и их убийство или неправильное обращение с ними может принести несчастье и беду. Кроме того, в этот день не рекомендуется совершать другие действия, связанные с нарушением природного баланса или обижать животных. Соблюдение этих запретов поможет вам сохранить гармонию с окружающим миром и избежать негативных последствий как для себя, так и для своего окружения. Также в день памяти преподобного Иосифа Песнопевца стоит воздержаться от мыслей и действий, связанных с убийством журавлей. Согласно преданиям, это не только греховное деяние, но и может принести тяжелые последствия. Тот, кто совершит подобное деяние, рискует столкнуться с мучительными болями и, возможно, даже трагической судьбой. Другим важным запретом в этот день являлась стирка постельного белья и полотенец. Стирка в этот день может привлечь негативные энергии и стать источником депрессии, печали и каких-то негативных воспоминаний, поэтому лучше отложить это занятие на другой день и избежать потенциальных проблем и невзгод. Также следует избегать того, чтобы развешивать постиранные вещи на веревке с использованием прищепок. Это связано с необходимостью контролировать свои эмоции, которые могут быть особенно нестабильными в это время. Если не сдерживать свои чувства, это может привести к необдуманным поступкам и ошибкам, которые окажут негативное воздействие на будущие события. Поэтому рекомендуем просто перекинуть вещи через веревку и дать им высохнуть в таком виде, либо отложить стирку на более подходящий день. Кроме того, в этот день, 17 апреля, по народным приметам не стоит приобретать новые вещи. Любая покупка сегодняшнего дня может привести к появлению болезней и неприятностей в будущем. Избавиться от негативных последствий такого приобретения будет крайне трудно. Также важно избегать взгляда на растения, которые увядают. Это может стать предвестником проблем в любовных отношениях. Вновь начатый роман может закончиться трагически, возможно, даже обманом или изменой. Для долгосрочных отношений также существовал риск притяжения измены и разочарования со стороны партнера после взгляда на такие вот увядшие цветы.
Также важно помнить о том, что 17 апреля не рекомендуется употреблять черный хлеб. Согласно народным поверьям, его употребление в этот день может привести к несчастью и к бедности. Кроме того, стоит воздержаться сегодня и от чрезмерного расчесывания волос. По народным поверьям, это действие может запутать вашу судьбу и нарушить ход ваших планов, приводя к нежелательным последствиям. Соблюдение этих запретов поможет вам избежать негативных воздействий на вашу жизнь и сохранить гармонию и благополучие. Так что, друзья, обратите внимание, пожалуйста, на эти народные приметы, традиции и обряды. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно напишите слово «надежда» для того, чтобы привлечь надежду и оптимизм даже в самые тяжелые моменты своей жизни. И поверьте, это поможет вам. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.